Начнем с того, с чего нельзя не начать сегодня. Со страшного видео, где украинскому пленному отрезают гениталии канцелярским ножом. Это далеко не первое кровавое, ужасное и бесчеловечное видео с этой войны, не первый пример издевательств над пленными. Но мы видим здесь яркую перемену. Российская пропаганда не пытается отрицать случившееся. Здесь важно не только то, что случилось, но и важна реакция общества. Сделаем шаг назад, и я объясню, что имею в виду. В начале десятых годов в сети один за одним прошли большие скандалы по мотивам жестоких видео из школ, воинских частей, детских домов и тюрем. Избиения, унижения, более-менее массовые драки, фиксация жестокости всех видов. Тогда было много охотников порассуждать о падении нравов, росте насилия, но те, кто смотрел на цифры, прекрасно видел иное. Они видели, что уровень насилия в обществе быстро падает, и потому те формы насилия, которые недавно еще были в порядке вещей, привычными, на них не обращали внимания, вдруг стали привлекать массу внимания общества, перестали быть приемлемыми. Какая-нибудь драка на школьном дворе, который 30 лет назад заканчивался почти каждый день в почти каждой школе за пределами Садового кольца. Но сейчас подобная драка становится поводом писать новость. Кто не знал, что над солдатами в армии и заключенными в тюрьмах издеваются? Кто не знал, что дети в детских домах подвергаются физическому и сексуальному насилию? Но вдруг это стало неприемлемо. Вдруг об этом заговорили. Неприемлемо это стало потому, что российское общество со времен советской власти прошло огромный, если не сказать выдающийся путь. Масштаб перемен можно понять по одной единственной цифре. В 1985 году только за изнасилование осудили более 2500 несовершеннолетних. Это почти в 3 раза больше, чем всего несовершеннолетних содержалось в российских колониях в 2021 году за все преступления. Из общества, где главная доблесть мужчины – умение защитить девушку от хулиганов на улице. Из общества, где автовладельцы на ночь уносят домой дворники, потому что их просто украдут. Из общества, где насилие в семье, в школе, в армии, почти в любом сообществе совершенно в порядке вещей. Где потребление спиртного и идущие за ним социальные беды – это часть национальной культуры. Вот из этой совершенно жуткой советской среды мы пришли к тому, что, можно назвать цивилизованными нормами. Конечно, показатели уровня насилия и прочие метрики социального нездоровья у нас все еще выше, чем в Европе. Но вот США мы вполне себя догоняли. Нарратив пропаганды первых месяцев войны отвечал именно последнему социальному портрету. Любые факты насилия, любые жертвы среди мирного населения наглухо отрицались. Война преподносилась практически как полицейская операция на чужой территории, где вот-вот будут зачищены бандиты-националисты, а мирное население освобождено. И заживет счастливо и все такое. А так все преподносилось. Об этом и Путин вначале говорил, и Министерство обороны, все. Но постепенно это стало меняться. Во-первых, все меньше скрывается захватнический характер этой войны. И все откровеннее проступает идея о простой аннексии чужих территорий. Во-вторых, насилие скрывают все меньше. Ну да, есть сопутствующие жертвы. Но речь же о прирастании земель русских. В случае с видеозаписью пыток и убийства украинского пленного никто не бросился отрицать этот факт. Весь сюжет российской стороны посвящен лишь тому, что противник-то нелюдь, и заслужил он именно то, что вот на видео получил. Потому то, что мы увидели, это не только свидетельство чудовищного преступления, но свидетельство того, что общество, 30 лет отвыкавшее от насилия, вновь стало к нему привыкать. Это то, о чем мы говорили с самого начала войны. Эта война, помимо всех прочих бед, станет страшным развращающим опытом для российского общества. И все то, чего мы достигли за прошедшие 30 лет, будет отменено. Государство явно говорит, если ты сильный, а рядом есть слабый, то ты можешь сделать что угодно, если за это ничего не будет. Ограбить, убить, изнасиловать. Стоит забыть химеру нравственности, ведь важны лишь вопросы выгоды и ответственности. Если это выгодно и никто не заметит, то почему бы и нет?
У этой войны уже сейчас есть последствия, и последствия эти будут долгосрочными для всего российского общества. Что же это за последствия, которые уже наступили и надолго с нами останутся? Это сотни тысяч единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка, которые сейчас без счету идут на войну, а после нее обязательно хлынут на черный рынок. Потому что даже в регулярной армии при конфликте такой интенсивный учет — это очень непростая вещь. А когда мы говорим одновременно про российскую армию, про формирование так называемых ЛДНР, про наемников всех типов и на любой вкус, тогда ни о каком учете и речи быть не может. И концов уже никто никогда не найдет. А где через год, 5 или 10 всплывут эти винтовки, автоматы, пулеметы и гранатометы, это известно только самому Богу. Это сотни тысяч людей, прошедшие войну, и как минимум десятки тысяч в ней раненых. Они будут искать свое место в обществе, и они будут вставать перед выбором: либо работать охранником в пятерочке за минимальный оклад, либо эту пятерочку ограбить. Десятки тысяч убитых оставят за собой вдов и сирот. А сироты эти вырастут и спросят: а почему и за что государство убило моего отца? Потому что мы, буряты, дагестанцы, чеченцы, тувинцы, и нас титульной нации не особо жалко, поэтому? Потому что мы люди второго сорта? С таких рассуждений начнется всплеск этнического насилия. Эти проблемы обязательно будут. И это ужасные проблемы, но что намного хуже, с течением этой войны у всего общества, не только у тех, кто участвовал непосредственно, но у всех, будет очень быстро расти толерантность к насилию. Люди, увы, так устроены, что привычное быстро становится нормальным. Прямо сейчас мы наблюдаем, как пропаганда переходит от чопорного вранья про современную армию с высокоточным оружием к тому, что против врага все средства хороши. К тому, что пытки военнопленных — это норма, убийство детей — норма. В принципе, если у вас есть цель и нет последствий, то норма буквально что угодно. Понятно, что это происходит не от хорошей жизни. Это происходит потому, что нельзя бесконечно тянуть вздорный сюжет об освобождении братского народа от националистических батальонов. На носу полгода войны, и либо российская армия никуда не годится, либо там вся страна один сплошной нацбатальон. А если это нацбатальон и русофобия типа проникла в саму структуру украинцев, то их по этой логике надо уничтожать. О какой гуманности типа тут может идти речь? О каком статусе военнопленного, о каких гражданских объектах, о каких детях. Все это разные сорта врагов получаются при такой логике. Это враги с оружием, враги временно без оружия, враги, которые могут взять оружие, и враги, которые вырастут и возьмут оружие. Вот такая нарисована картинка. Государство дает понять: если насилие вдруг вам не помогает, то вы применили мало насилия. Насилие теперь общественная норма. Ты становишься хорошим человеком для государства и окружающих, если сначала достаешь канцелярский нож или автомат, а уже потом задаешь вопросы. С каждым днем войны эта идея будет проникать все глубже. И выражаться это будет совсем не только в жестокости боевых действий. Тамошнее ультранасилие уже сложно куда-то раскрутить. Это будет выражаться в том, что улицы российских городов станут опаснее. Причем не только и не в первую очередь по вине тех, кто вернулся с войны и не нашел себе удачного применения, но и тех, кому с каждым днем все яснее дают понять: ты можешь применять насилие, потому что можешь его применять. Потому что все вокруг, и государство в первую очередь, так делает. Не репарации Украине, не проблемы в экономике, даже не угроза сепаратизма, но именно этот образ правильного действия, вот что насилием можно добиваться чего угодно и нужно, и должно. Это самый страшный вызов для будущей России, потому что толерантность к насилию привить легко, но изживать ее придется десятилетиями и поколениями. Видео с пытками и убийством украинского пленного моментально облетело передовицы мировых СМИ. Это хоронит надежды тех, кто рассчитывал на рутинизацию войны, что война пойдет путем коронавируса, когда смерти и трагедии станут лишь статистикой. И по мере того, как отсутствие побед постепенно начнет переходить в наличие поражений, а это происходит и будет происходить дальше, степень озверения российской стороны, причем на всех уровнях, начиная с Путина и заканчивая рядовым наемником, будет быстро расти.
Всякий раз, когда очередному западному лидеру будет приходить в голову идея, что с Путиным можно о чем-то договориться, как-то его умиротворить или снять санкции в обмен на какие-то уступки и гарантии, избиратели этого лидера будут получать очередное наглядное свидетельство, что так оно не работает. Они видят, что война становится все более варварской, и что остановить ее нужно любой ценой, что есть только два варианта: либо все закончится военной победой Украины, либо война не останется в пределах украинских границ, и этот ужас пойдет дальше. Еще в мае прошлого года мы говорили о главном свойстве войн такого масштаба. Их можно начать, но не закончить по своему желанию. Такие конфликты живут своей логикой, они эскалируют сами себя, и тот, кто их начал, уже не управляет ситуацией. В них меняются общества, в них меняется власть, даже если в ней не меняются люди. Спираль насилия будет только раскручиваться, а значит, будут раскручиваться меры противодействия этому насилию. Это санкции, которые должны лишить Путина денег на войну, и военная помощь Украине, которая должна остановить его на поле боя. Чем же больше последствия и чем явственнее поражение, тем сильнее Путин и его армия будут звереть, и тем последствия будут еще больше, а поражение еще явственней. Что нам с вами остается делать в этой ситуации всей? Мне сложно на это ответить. Понятное дело, что порыв любого нормального человека остановить все это любой ценой. Но у нас нет на это инструментов. Вас тут хоть и несколько сотен тысяч, но все-таки мы довольно узкое по меркам страны сообщество. Но если вы смотрите меня все эти безумные 5 месяцев, если еще не ушли в самоизоляцию от новостей, а смотрите чуть ли не ежедневно мои ролики о возрастающем с каждым днем масштабе пиздеца, то кое-что важное в вас есть. Для вас все это явно неприемлемо. И важно. И скорее всего вы не обозлились. Потому что обозлившиеся люди тоже покидают мой канал. Когда война закончится, как-то надо будет жить дальше. Все те проблемы, о которых я говорю в этом ролике, никуда не денутся, и кто-то должен будет их хотя бы попытаться решить. Чтобы Россия смогла вновь стать мирным государством, которое занимается своими внутренними делами и пытается улучшить жизнь своих граждан. И если мы доберемся с вами до этого момента, сохранив себя, не поехав головой, не обозлившись, не приняв новые правила игры, предлагаемые Путиным, в которых бал правят насилие и бесправие, если нас будет много, и мы все еще будем способны хотеть вернуть нашу страну к нормальности, может быть, у нас что-то и получится. Я понимаю, что это не очень позитивный посыл и не очень-то проактивный, но больше сейчас мне вам сказать нечего. Мы живем в стране, власть в которой захватили и удерживают сумасшедшие чекисты, которые считают нормальным отрезание пленному солдату ножом гениталий. Так что какой уж тут позитив. До завтра.